Елка – это тот природный лекарь, очень много полезных веществ. Каких веществ и для каких целей они применяются, я, конечно же, все вам расскажу. В первую очередь, полезные вещества в елках накапливаются в хвое, то есть в зеленых иголочках, которые мы украшаем как раз-таки на Новый год и создаем себе прекрасное праздничное настроение. И вот как раз-таки зимой в елке как можно больше накапливается содержание полезных веществ. Все это для того, чтобы елка могла комфортно пережить зимние холода и тоже пережить их, насытить себя полезными веществами, дать потом потомство весной, то есть отросточки новых елей рядом с собой, шишки, чтобы у нее назрели. Как раз-таки все это полезное ели запасают в зимний период. И вот если мы поговорим примерно о сравнительных таких миллиграмм, даже этих полезных веществ, самое, что мы знаем в елках содержится, это витамин С. И зимой его содержание, представьте себе, увеличивается до 600 миллиграмм, в то время как летом его всего лишь миллиграмм 180, либо 200 находится как раз-таки в хвое еловых растений. Но что же еще такое елка и что же в ней содержится? Эфирные масла. Как раз-таки они обладают антибактериальным и антисептическим действием. Также у нас в елках содержатся дубильные вещества. Данные вещества снимают различные воспалительные реакции и вообще обладают таким обезболивающим спазмолитическим действием. Также елка у нас богата микроэлементами, такими как магний, марганец, селен, железо и медь. То есть тоже взвесь полезных микроэлементов для нашего здоровья. В ее состав также входят витамины группы В, D и Е, которые являются такими антиоксидантами. Это витамин Е и витамин С. И, конечно же, витамины группы В полезны для нашей нервной системы. И наши предки не только украшали елками свои жилища, но также использовали их для оздоровительных целей. То есть раньше, когда человек болел, очень было принято обеззараживать избу, например, еловыми ветками, их поджигать дымом, и в дыме содержались как раз-таки антисептические компоненты, обеззараживали воздух в помещении. Или же, если, например, какой-то член семьи заболевал, начинал кашлять, либо у него тоже возникала простуда, еловыми ветками обычно укладывали возле постели, либо на полу, чтобы тоже вот эти вот ингаляции эфирными маслами, они помогали человеку ускорить его выздоровление. Эфирные масла в еле очень эффективны против такой бактерии, как стафилококк. И именно стафилококки у нас всегда вызывают воспаление органов дыхательных систем. Это синуситы, тонзиллиты, различные бронхиты и пневмонии. То есть елками раньше лечили заболевания дыхательной системы. Также у нас из хвои пихты сибирской, либо других пород пихты, получают такое полезное вещество, как камфора. Камфора – это мощное обезболивающее и противовоспалительное средство. И вот как раз-таки камфору и даже вот смола из хвойных растений, их использовали для того, чтобы лечить различные суставные боли или даже заживлять различные повреждения. То есть если была рана у человека, то есть туда накладывали смолу, и она обеззараживала, заживляла и помогала избежать различных инфекций, которые могли возникнуть в дальнейшем. Плавно подхожу к чаям. Почему я подхожу к чаям? Вот именно чай на основе еловых растений очень хорошо помогает при заболевании бронхолегочной системы. Какие это заболевания, как данный чай можно использовать и вообще какие компоненты должны входить в такой чай. В первую очередь это непосредственно хвоя. Это шишки сосны, скорлупа кедрового ореха, например. Это смольные различные компоненты, то есть то, что прекрасно пахнет и в чем вот ель именно запасает свои полезные вещества. Когда мы делаем отвар из вот этих еловых компонентов, вода насыщается полезными веществами. Я помню в детстве, когда я заболела бронхитом и очень сильно кашляла, моя бабушка взяла сосновые шишки, прокипятила их в воде и давала мне этот отвар. Он, конечно, был не особо приятного вкуса, но я выздоровела буквально за день. То есть вот она заставляла меня его пить по чайной ложке практически каждый час, и на следующий день у меня спала температура, и я уже могла дышать хорошо, и кашель полностью пропал. Как раз-таки все вот эти компоненты
которые мы получаем, заваривая еловый чай, это витамины, это антибактериальные все средства, это смола, эфирные смолы. Мы получаем двойное действие. Это в первую очередь ингаляции эфирными маслами, которые обладают обеззараживающим действием, то есть мы вдыхаем полезные свойства, а также мы еще и пьем их вовнутрь. И за счет всех полезных веществ, которые я перечислила ранее, у нас выводится мокрота, проходит воспаление, восстанавливаются ткани легких, то есть дыхание улучшается, мокрота выводится, то есть у нас бронхи очищаются и уходит отечность, например, с той же носоглотки. И вот если говорить про ангины, танзелиты, ларингиты, то как раз-таки еловым чаем еще можно полоскать горло. Опять-таки же это своеобразное такое вымывание всего вредного из миндалин. Это также антисептическое, антибактериальное действие отвара снова здесь проявляется. И, конечно же, это уменьшение воспаления. То есть вот такой богатый состав оказывает вот такое широкое действие на наш организм. То есть не случайно я сейчас в период таких сибирских морозов, и когда у нас идет вирусная инфекция, тоже очень сильно все болеют, в качестве профилактики я использую наш вкусовой кедровый чай «Сила тайги». Он всегда у меня под рукой. Запах еловый, он не только обладает антибактериальным действием, но как раз-таки успокаивает еще и нервную систему. И вот когда стресс накопился, усталость накопилась, нам хочется куда-то выбраться, мы, конечно же, отправляемся на природу, в сосновый, либо в еловый лес, и там вдыхаем вот эти вот все ароматы прекрасные. За счет того, что воздух в сосновом лесу, он чистый, то есть в нем нет ни вирусов, ни различных бактерий, он насыщен полезными веществами, у нас идет расслабление нервной системы, и мы, конечно же, получаем очень большое количество кислорода, а кислород – это питание для всех наших тканей. А если наши ткани будут напитаны, конечно же, у нас прекрасно будет работать все системы нашего организма. И вот если вы долго гуляете по зимнему лесу, например, сейчас отправляетесь на лыжах. Я знаю, многие любят отправиться на лыжах в зимний лес. Как раз-таки впереди у нас праздники и новогодние каникулы. То есть, когда мы насыщаемся полезным еловым воздухом, у нас расслабление и даже возникает небольшое чувство сонливости. То есть нервная система восстанавливается. Происходит, можно сказать, такой перезапуск. Именно поэтому я тоже всем советую, если у вас рядом с вашим населенным пунктом либо есть лес, либо есть парк, где растут ели, отправляться по возможности туда, потому что это тоже неоспоримая польза для нашего здоровья. Какие же еще системы может поддерживать хвойные растения? Если мы говорим про кедр, то вот кедровые орехи очень снижение холестерина. Все потому, что они содержат в своем составе полиненасыщенные жирные кислоты. Это те кислоты, которые как раз-таки помогают холестерину полезному усваиваться, не вызывают различных окислительных реакций и, конечно же, профилактируют риск атеросклероза. Также еще были исследования, что отвар из сосновых шишек помогает снизить риск инсульта. Все потому, что сосновые шишки содержат в себе антиоксиданты, витамины группы В. Это в первую очередь укрепление сосудов, это улучшение кровообращения тоже в том числе. А если у нас сосуды будут крепкими, кровь будет в хорошем состоянии, питание тканей мозга тоже будет осуществляться, и риск инсульта будет значительно снижаться. Поэтому хвойный чай – это не только польза для бронхолегочной системы, но еще и польза для нашей сердечно-сосудистой системы и для нашего мозга в том числе. Что же еще хочется сказать про состав еловый? И, наверное, один из таких компонентов, который я еще сегодня не называла, это дигидрокверцетин. Его многие знают как антиоксидант. И как раз-таки дигидрокверцетин получают из лиственницы сибирской. Это тоже одно из хвойных растений. А в чем он замечателен? То есть этот антиоксидант превосходит своей активностью уже привычные нам витамины Е, витамины С. То есть активность у него выше в 10-11 раз. И благодаря своему действию он тоже улучшает кровообращение, снижает риск атеросклероза, то есть синтез хорошего холестерина происходит. Он также снижает риск окисления глюкозы и ее усвоение улучшает. Это профилактика сахарного диабета здесь тоже идет. А что еще происходит? Когда мы устаем, то есть тоже клетки мозга перезагружаются,
Дигидрокверцетин помогает восстанавливать клетки головного мозга, а это тоже профилактика таких заболеваний, как деменция, например, или болезнь Альцгеймера. То есть тоже еловые и лиственные породы содержат в себе антиоксиданты, которые защищают нас от многих опасных заболеваний, которые могут возникнуть с возрастом, например. И как раз-таки, если мы говорим в теме о том, какая же елка стоит, искусственная либо живая, то здесь я выступаю, конечно же, за сохранение лесов, за сохранение природы. Елки живые сейчас, я знаю, что выращиваются во многих лесных хозяйствах, как раз-таки для того, чтобы они украшали на Новый год площади, например, либо жилые дома людей. И как раз-таки вот срубленная елка, она выделяет полезные вещества, антибактериальные и эфирные масла, в том числе 2-3 недели. Поэтому если вы принесете живую ель домой и ее поставите, то есть не просто срубите ее в лесу, а возьмете ее в специальном месте, где она выращивалась, и для целей новогодних она выращивалась для этого, и поставите ее к себе домой, то все ваши домочадцы будут здоровыми. В первую очередь за счет того, что будут вот эти вот полезные ингаляции, будет уменьшаться количество вирусов, количество бактерий в вашем доме или, например, в вашем офисе, если вы поставите елку в офисе. Да даже если вы просто еловые ветви разложите по дому, то есть это тоже будут испаряться пары, которые защитят вас от многих инфекционных болезней, а также помогут вашей нервной системе перезагрузиться. То есть тоже будет идти расслабление, будет хорошее настроение и будет повышаться работоспособность. А это тоже очень важно. То есть под конец года у многих, я знаю, горят планы, горят задачи. Мы пытаемся все успеть. Еще в предновогодней суете, конечно же, необходимо подготовить подарки для всех своих друзей и близких. Конечно же, необходимо продумать новогоднее меню. И в ходе всех вот этих новогодних хлопот, конечно же, важно оставаться здоровым и активным. Поэтому я не говорю о том, что там нужно проходить медицинские обследования и все прочее, хотя бы в целях профилактики. Заваривайте еловый чай, пейте его утром, в обед, вечером. Он у нас подходит для всей семьи, то есть как и маленьким детям старше 3 лет, так и для самых пожилых членов семьи тоже. То есть защищает их от различных проблем сердечно-сосудистой системы, защищает органы дыхания от инфекции, а также помогает чувствовать себя празднично, с хорошим настроением, а это тоже создает особую атмосферу дома или даже в офисе. Думаю, что я в основном все рассказала про еловые компоненты. То есть елка – это у нас не только атрибут, но еще, конечно же, польза для здоровья. Поэтому вот чай мой заварился, приобрел такой насыщенный цвет, настоялся. В чем еще такая тонкость? То есть еловый чай можно заваривать и настаивать как можно дольше, потому что как раз-таки вот эфирные масла, дубильные вещества, они у нас выходят, наверное, через 30-40 минут. Поэтому можно вот его время продлять, время заваривания. И не выбрасывайте заварку после первого применения. Тоже еще один такой секретик. Одну порцию можно заваривать 2-3 раза. Как раз-таки вот эти вот несколько этапов заваривания помогают извлечь всю пользу полезных веществ из чая. И, конечно же, если доза веществ будет больше, польза на здоровье тоже у нас окажется в разы лучше. Я желаю вам крепкого здоровья и, конечно же, прекрасных подготовок к праздникам предстоящим, чтобы все прошло хорошо, чтобы у вас было прекрасное новогоднее настроение и чтобы все те цели и планы, которые вы себе поставили до конца декабря, обязательно сбывались.